Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Алга Петербург. Сегодня пятница, и это ваша и наша любимая беседа. В студии Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем большой привет! И у меня, Вань, целая кипа новостей, которые мы должны с тобой обсудить. Очень много событий произошло, но вначале хочу предупредить наших друзей. Для тех, кто досмотрит этот выпуск до конца, вас ждет настоящий, большой, гигантский сюрприз. Да, но это будет в конце передачи. Кстати, уже наш друг Дмитрий, он уже приоткрыл слегка завесу, он уже сказал, что он участвует в проекте совместном, но обо всем в конце. Да. А сейчас к новостям. К новостям. И такое забавное событие, Ваня, оказывается, ровно год назад в Китае произошел забавный случай. Димаш съел грушу полностью, вот, не оставив никаких следов. И удивительно, что, казалось бы, такое рядовое событие, но оно так сильно срезонировало в китайском сообществе, а потом и перекликнулось на наших друзей, что в этом году об этом событии вспомнили, и даже кто-то решил отметить этот праздник и назвал его «Юбилей груши». Ты помнишь это событие? Да. А с чего все началось? Кто-то же, получается, написал, что... Друзья, надеюсь, все из вас помнят, да, что сегодня великолепный день, 22 октября, день рождения, юбилей, да, груши. И вот очень много можно увидеть публикаций в социальных сетях, в Инстаграм, собственно, кадры, где Димаш наслаждается вкусным ароматным фруктом, а все смотрят, радуются и репостят эти видео. Ну, было круто. Но, кстати, я заметил, что вот есть люди, которым эта новость не понравилась. Да, как ты знаешь, у нас есть некоторые зрители, которые сразу ставят дизлайк. Да. Ну, вот я обычно ролик, когда загружаю, смотрю сразу дизлайк. Ну вот сразу. Ну то есть он синхронно, в принципе, появляется да. с моментом публикации. Я думаю, так, все в порядке, продолжаем работу. А ты представляешь, недавно, вот есть у нас же еще канал Эхо Питера, недавно я загрузил там ролик, запустил его, и нету дизлайка. Смотрю, час нету. Думаю, начал переживать. Я начал действительно переживать, потому что все-таки, ну, сейчас времена такие... Непростые. Непростые, да, и вот не хочется, чтобы там у кого-то кто-то заболел или что-то. Тьфу-тьфу-тьфу. Поэтому, а вот сейчас я посмотрел, вот ты грушу, когда запустил, все сразу нормально, дизлайки, сейчас уже, вот, я не знаю, может, 10 дизлайков собралось. Ты знаешь, я думаю, что когда-нибудь мы переборем эту ситуацию, и дизлайков на нашем канале вообще не останется. А мне даже, знаешь, в тот момент захотелось сделать объявление и попросить, чтобы вот написали нам на почту, ну, все ли в порядке, все, например, все хорошо, не переживайте, ребята, дизлайки будут. Вовремя. Ну и тогда переходим к следующей новости. Новость, которую ждут все буквально из семьи Диэрс, а это обещанное, анонсированное интервью. Интервью Кевина Кенни, это ведущий канала MTV. В одной из своих трансляций он подтвердил о том, что есть договоренность предварительная об интервью с Димашем. И, разумеется, нам всем очень интересно узнать, какие вопросы подготовит Кевин для Димаша и когда оно состоится. Я бы хотел еще, знаешь, чтобы он подкрепил интервью своей реакцией на какую-нибудь из песен. Например, вот на «Грешную страсть». Было бы, мне кажется, интересно посмотреть. Отличное предложение. Друзья, если вы тоже готовы предложить какую-то классную песню для первой реакции, да, песни, которую Кевин, скорее всего, еще не видел, потому что мы знаем, что Кайран Елим он уже видел, скриминг у него звучит на повторе целый день. Вот, песню SOS также уже была засвечена на канале MTV. Ну, а репертуар у Димаша еще очень большой и богатый. Есть же песни и на китайском языке. Ну, Кевин, он прогрессивный парень, поэтому я думаю, что... Потом я недавно тоже об этом уже говорил, о том, что он молодец вообще. Ну, то, что вот обычно же у него на канале восточные в основном сейчас, потому что восточный тренд идет, да? Корейские, японские группы всякие выступают. А вот он молодец, он... В правильном направлении. Да, выбирает более правильную музыку, поэтому вот я бы хотел, чтобы Кевин все-таки сделал реакцию перед интервью. Так ты, Вань, тогда напиши ему в Твиттере, мы же теперь там зарегистрированы, у нас есть даже аккаунт. Да, в том-то и дело, что я ему уже написал, но он не отвечает пока. Слушай, ну, наверное, готовится к интервью. Наверное. Ну, Кевин, если ты смотришь, уважаемый Кев, please open Twitter and send me message.
Я думаю, что у него там буквально разрывается уже Твиттер от входящих Ну сообщений, наверное, запросов, да. потому что, судя по тому, как наши друзья научились пользоваться Твиттером, вот, на последней онлайн-конференции, которую мы с тобой провели, теперь у Кевана уже не осталось шансов, кроме как вот все новости сделать о Димаше. И, разумеется, хочу пригласить и напомнить вас о том, что в ночь, традиционная уже ночь с пятницы на субботу, состоится голосование на международном канале MTV. Не опаздывайте, с 0 часов до 3 часов ночи по московскому времени будет продолжаться эта битва. Соответственно, твитинг надо будет закончить и полностью переключиться на YouTube с запросом Request Димаш. Друзья, а кто не начал еще Twitter, вы можете посмотреть, у нас был недавно стрим, в котором мы рассказывали, как можно зарегистрироваться в Твиттере, как можно голосовать, и до сих пор сейчас еще можно отправлять голоса. Если не знаете, если не хотите смотреть на нашем канале YouTube, вы можете зайти в наш Telegram, потому что там есть эта инструкция, все довольно просто. А если не хотите вообще с Твиттером связываться, то тогда в Instagram отправляйтесь к Кевину. Будьте настойчивыми. Да, и можете написать ему «Привет», по-английски «Hello». Вот. Можете написать «Салем». «Салем, my friend». Я думаю, кстати, уже несколько слов по-казахски Кеван успел выучить к этому моменту. Ну и давай перейдем к таким более, скажем так, домашним новостям. То, что произошло на нашем канале Алга Петербург, а на этой неделе вышло целых 2 серьезных передачи, о которых я бы хотел более подробно остановиться. Первое. Благодаря нашей подруге из Италии Эстер нам удалось пообщаться со знаменитым, не побоюсь этого слова, режиссером Пьером Джузеппе Заи, который, собственно, является режиссером и композитором фильма Creator the Past. И нам удалось задать ему вопросы, а Эстер удалось эти вопросы озвучить. И у нас есть фильм об этом, поэтому кто еще не посмотрел, вот ссылочку мы вам предоставим. Да, кстати, говорят, что Пьер Джузеппе — это величайший режиссер современности. Теперь уже абсолютно так. А для тех, друзья, кому интересно, о чем же был фильм, и, потому что его пока что не везде можно посмотреть, у нас еще появится реакция Эстер, которая была на премьере этого фильма в Италии, в Милане, по-моему, если я не ошибаюсь. И сделала такой небольшой экскурс, небольшой рассказ о том, что она там увидела. Скорее всего, больше какие чувства и эмоции она испытала, потому что я думаю, что весь сюжет она пересказывать не будет. Ну, чтобы не делать спойлер. Да. А, кстати, еще вопрос такой для уважаемого Пьера Джузеппе, если вдруг он тоже смотрит. Ну, может же быть такое, что Конечно. вот Кеван и Пьер Джузеппе смотрят сейчас. Такие, давай. И пытаются понять, что же мы говорим. Но у нас есть субтитры, друзья. Всегда вы можете пользоваться субтитрами. И вот такой вот вопрос. А когда уже выйдет на ОККО, например, или где-нибудь еще, где смогут посмотреть все вообще? Когда фильм появится? Да, хотелось бы, чтобы в нашем кинотеатре, в питерском, да и не только в питерском. Или онлайн. Я бы посмотрел онлайн. Ну да, кстати, сейчас это был правильный шаг. Да. Ну и еще одну передачу хочу анонсировать, которая вышла вчера. К нам в гости на «Огонек» вновь по вашим многочисленным просьбам и заявкам пришла и рассказала много чего интересного президент Ливанской ассоциации музыкальной терапии доктор Хамда Фархат. Вот. Мы также готовили для нее вопросы, отправляли ей, и она любезно предоставила видео ответы на эти вопросы. Поэтому это продолжение, скажем так, первой части. Первая часть собрала почти 300 тысяч просмотров на нашем канале, и мы поняли, что эта гостья вам очень интересна, и вот мы пригласили ее вновь, и там она более глубоко и более подробно раскрыла тему феномена Димаша, его голоса и то, как этот голос влияет на людей. Да, было бы здорово, если бы, друзья, если вы пользуетесь музыкой Димаша в медицинских целях, вы бы написали нам в комментариях, какие рецепты вы используете довольно часто. Поэтому продолжайте слушать музыку Димаша. Как вы поняли, она благотворно влияет на весь организм в целом. Слушай, а самая главная тема вот нашего с тобой сегодняшнего... Обещанный сюрприз? Да, обещанный сюрприз. Настало время сдернуть завесу тайны. Да, друзья, у нас запланирован на воскресенье, на это 25 октября, большой первый онлайн-концерт
Абсолютно верно. В честь Диарс и в честь Димаш. Ура! Мы так все долго этого ждали, нам так хотелось праздника, и этот праздник наконец-таки случится. Мы собрали очень интересных друзей нашего канала, людей, которым очень нравится творчество Димаша, которые неоднократно пели песни, делали каверы на творчество этого артиста. И в это воскресенье вы увидите действительно звезд Ютуба. Вот, поэтому заходите на Огонек в 18:00 по московскому времени, не опаздывайте, начнется первый онлайн-концерт на канале Алга Петербург. Я надеюсь, он пройдет с блеском. Мы будем раскрывать карты, кто будет выступать? Или пока не будем? Да? Ну пока мы скажем точно, что Дмитрий Лебедев, который прекрасный музыкант, великолепный эксперт вокальный, и вот он будет выступать на нашем концерте. Поэтому, друзья, вы можете уже сейчас перейти к нему на канал и подписаться, чтобы познакомиться с ним поближе. А для тех, кто подпишется на наш Инстаграм, в субботу мы выйдем в стрим, в онлайн-стрим, чтобы обсудить, как всегда, наши ночные посиделки на YouTube-канале MTV. И вот там мы уже подробно расскажем кто будет выступать? О артистах. Да. В общем, это все новости к этому часу. Спасибо, что продержались с нами до конца. До свидания, до новых встреч и Алга!